Итак, ну что, друзья, прямо вот так, с места в карьер, мы прилетели в Санкт-Петербург, славный и почти недождливый и безветренный город, для того, чтобы научиться управлять автобусом. Не просто управлять, а эффективно управлять. Поэтому сегодняшний ролик мы начинаем не с технической части, а вот садимся и едем. Наша задача доехать до дилерской станции Scania, где снимут показания, как я ехал, и расскажут, в чем я был неправ, в чем я ошибался, что мне нужно поправить, расскажут вообще принципы экономичного вождения. И дальше мы совершим обратный рывок по обратному маршруту, вернемся на эту же точку, но уже с полученными знаниями. Ну что, поехали! Пристегиваемся. Обязательно, значит, карта тахографа. Карточку мы вставляем. Отлично. Все, теперь мы готовы. Ну, кратенько, естественно, нужно все-таки рассказать. Мы сейчас сели в Scania Touring. Это самый красивый автобус Scania из всех, которые когда-либо выпускались. Я в инстаграмчике выложил фотографию, где были представлены в компании Uline 3 машины, 3 Scania. Значит, это Омник был представлен, 80-ка и Touring. Ну, Touring безоговорочно, просто в комментариях победил. Все говорят, давай снимай Touring. Давайте снимать Touring, поехали. Ну, есть небольшое волнение, потому что нужно же проехать эффективно максимально. Так. Ну, что можно сказать сразу, с первых метров? Когда мы тестим какой-нибудь старенький автобус, 30-летний, там, и уж тем более российский или советский, то там сразу по спине начинает бежать ручеек, потому что что-то там со сцеплением непонятно. Педаль газа, ты вроде как нажимаешь, он не едет, потом вроде едет. Педаль тормоза, вот она примерно должна быть активирована за 5 секунд до того, как надо тормозить. Там нет такого, что ты перенес ногу с педали газа на педаль тормоза, и у тебя машина сразу начинает тормозить. Нет, там нужно прям вот загоди все делать. Ну и плюс люфт в рулевом управлении. Ну а здесь современные машины, что грузовики, что автобусы европейские, они просто по уровню, по удобству управления, по эргономике встали на уровень с хорошими машинами, с машинами бизнес-класса. Александр, инструктор компании Scania, который сидит сейчас рядом, он, конечно, переживает, но не вмешивается, потому что здесь я должен проехать сам так, как я умею. Понятно, что очень тяжело ехать экономично и при этом что-то вменяемое вещать, но, тем не менее, я пытаюсь. Коробка передач здесь роботизированная, 8-ступенчатая, двигатель у нас рядная шестерочка, ну, естественно, все Scania. Так, стоп! Давайте-ка перенесемся немножечко и начнем таки рассказ с технической части, а потом продолжим поездку, потому что так будет интереснее, понятнее и удобнее. Да, друзья, несмотря на то, что у нас сегодня не технический видос, а мы сегодня рассказываем больше об экономичном, об эффективном вождении, об управлении современной техникой, нельзя пару слов не замолвить о технической части этого автобуса. Но даже и не о технической части я хочу сказать в первую очередь, а о внешнем облике, о дизайне автобуса Scania Touring. Я считаю, что это самый красивый за более чем 100-летнюю историю автобусов Scania, грузовик хотел сказать, автобус, конечно же. На мой взгляд, здесь по дизайну шведы прям попали в яблочко, потому что все предыдущие... Ну, окей, дизайн — это вкусовщина, и нельзя об этом говорить однозначно, да, что это автобус красивый или некрасивый. Но я считаю, лично мое мнение, что по дизайну Scania Touring у шведов получился просто на загляденье. Причем, что интересно, эта машина сделана на заводе Хайгер. Это плод продолжающегося многолетнего сотрудничества китайской компании со Scania. То есть кузов, остекление, салон делается
в Китае, естественно, под контролем шведов. Машина полностью разработана шведами. Там производится шасси полностью Scania, то есть двигатель, коробка передач, передняя ось, мост. Все здесь сканевское. Причем, как вы знаете, европейские автобусы строятся по модульному принципу. То есть у нас есть вот передняя часть, это рабочее место водителя, рулевое управление, передняя ось. И дальше у нас до задней части, до заднего моста коробки и двигателя у нас секции могут прибавляться, убавляться. То есть благодаря такому принципу можно строить машины разной длины. Но в данном случае у нас двухосная машина, у нее фиксированная длина. Длина Scania Touring 12 метров, то есть 12,1, если быть точными. И салон рассчитан на 51 пассажира. Есть еще такая же машина в трехосном исполнении. Сзади у нас еще будет ленивец. Но мы катаемся сегодня на двухосной машине. Бывают туристические машины, бывают междугородние. Отличие междугороднего туринга от туристического в наличии кухни, в наличии туалета и спального места водителя. Итак, мы подошли к задней части салона. Конечно же, наверняка вы здесь ожидали, что я вам покажу поперечно расположенный двигатель. На самом деле нет. Конечно же, здесь все по классической схеме. Кузов вагонной компоновки, заднемоторный, естественно, исполнение стандартное для машин такого класса. И двигатель здесь стоит привычный по грузовикам DC-13, сагрегатирован, с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. То есть у нас всего две педали, газ, тормоз. Нажимаем на правую педальку, машина едет. Нажимаем левую педальку, машина замедляется. То есть, нужно быть максимально бестолковым, чтобы на этой машине не уметь ехать. Даже я смог доехать сюда на этом автобусе. То есть, представляете, до какой степени легко ездить на этой машине. Но, тем не менее, все равно, конечно же, нужно рассказать, как здесь под капотом все организовано. Справа у нас установлен компрессор кондиционера, двигатель DC-13, как уже говорил, с раздельными головками блока цилиндров. Этот двигатель, мне кажется, знают уже абсолютно все, даже те, кто на грузовиках не ездит. Рабочий объем 13 литров. Здесь на этих машинах он идет в исполнении 400 лошадиных сил. Топливные системы PDE, только с этими моторами поставляются туринги в нашу страну. Далее кассета радиаторов располагается продольно. При этом двигатель у нас, благодаря тому, что рядный, здесь достаточно много места. В плане обслуживания эта машина неудобств не создаст. Итак, плавненько перемещаемся в салон, но перед этим нужно рассказать все-таки о ходовой части. Как и у всех туристических машин, само собой, подвеска пневматическая. И если на сидельных тягачах Scania мы привыкли к тому, что большинство машин у нас идут с двухподушечной системой на полурессорах, то в Scania Touring в автобусе здесь мост подвешен на 4 баллонах, что, естественно, благоприятнейшим образом сказывается на плавности хода этого автобуса. По передней оси, конечно, здесь хотелось бы видеть независимую подвеску, но здесь стоит балка, но зато на пневмоподвеске, само собой, разумеющейся. И еще одна фишечка этой машины заключается в том, что здесь стоит опция, которая позволяет дистанционно с рабочего места водителя открывать багажники. Это очень крутая штука, водители от нее просто в восторге, потому что, например, зимой, когда у вас грязь, вот это вот все с дороги налипает, вам не нужно маслать ручки открытия багажника, или потом, когда ты закрываешь багажник, его тянуть, вот эта грязь, все, фу-фу-фу. Просто с рабочего места нажимаете клавишу, и багажники у вас открываются. Вот система. Итак, друзья, сделаем небольшую паузу, потому что у нас настало время постоянной рубрики «Сколько стоит?». Итак, не будем тянуть и откладывать долгий ящик. Заходим на Авто.ру, выбираем автобусы, автобусы Scania. На сегодняшний день 31 предложение на Авто.ру автобусов Scania. И первое, что у нас выдает приложение, значит, Scania Touring 2016 года за 11 миллионов рублей. Scania, точно такая же Scania, которую мы сейчас, собственно, катаем и учимся эффективно водить.
Значит, следующая Scania Higer, 13 год, 4 миллиона 600 тысяч рублей. Это 80-ка. Еще одна такая же машина, примерно за такой же ценник. Вот машина за 800 тысяч рублей, но это уже машина из 20 века. И, кстати, Scania, кто помнит, их огромными партиями просто бэушных завозили в 90-е, в начале нулевых из Финляндии, в общем, из скандинавских стран. Эти автобусы уже списывали, потому что они просто морально устарели, но они продолжали работать, продолжали пахать, настолько неубиваемая была техника. Итак, кстати, очень интересная машина, с удовольствием бы поснимал Scania Irizar, вот 2003 года за 2,5 миллиона рублей. Irizar — это испанское кузовное ателье, которое очень часто использует в качестве шасси именно шасси Scania для своих автобусов. Или вот тоже интересная машина, это городской автобус. Кстати, кто помнит, в Москве долгое время ходили желтенькие вот такие Scania. Кстати, они собирались под Питером. Да-да, автобусы Scania одно время производились у нас в России. И эти автобусы бесплатно ходили до торгового комплекса Мега. Кто помнит, ставьте лайк. Ну ладно, друзья, в общем, ссылочка на автору на автобусы Scania будет в описании. Проходите, смотрите, а мы продолжаем эффективно вводить Scania Touring. А тем временем возвращаемся к моей контрольной поездке, где я уже успел прилично напортачить. Например, на самом старте я не удосужился залезть в меню бортового компьютера и не переключил режим работы из мощностного в экономичный. Само собой, вот на этом автобусе я еще не ездил ни разу, просто вот сразу сел, вставил карту тахографа, поехал. Нужно время привыкания, и вот мне дали тут небольшую возможность прокатиться по квартальчику аккуратненько. Вот. Мы никого не задерживаем, бордюры пока не собираем задней осью. Само собой, когда управляешь автобусом, нужно не забывать, что у тебя передняя ось находится позади тебя, и поэтому нужно делать чуть больше замах, чем на грузовике, на обычном грузовике. Ну и плюс кинематика движения машин немножко другая. То есть, как бы вот рассказать образно, то есть автобус тебя за собой в поворот тащит. Если на грузовике ты поворачиваешь вместе с грузовиком, то на автобусе немножко по-другому это выглядит. Интересно, вот просто настройка отличается от грузовиков. Объясню почему. Я нажимаю педаль, ну, может быть, процентов на 30-40, но он загоняет стрелку тахометра за 1500 оборотов. Тогда как на грузовике мы привыкли, что до 1500 это уже прям очень дофига. Да, конечно же, коробка передач здесь позволяет переходить в ручной режим или позволяет даже в автоматическом режиме самостоятельно опустить передачу, точнее поднять передачу, опустить передачу, зависит от того, что нужно. Потому что, ну, коробка передач, какая бы она умная ни была, в любом случае она не видит все, что видит человек. Иначе человека давно бы уже выгнали из-за руля и ездили бы только роботы. Но на данный момент пока этого не происходит, поэтому человек все-таки отвечает за все в первую очередь, но электроника, автоматика старается по максимуму ему в этом помочь. Ну вот, собственно, например, коробка сейчас согласилась со мной, что действительно надо было уже ехать на 6-й, а не на 5-й передаче, потому что были высоковатые обороты. Сейчас самое то. В общем, мы уже на финише первой контрольной поездки. Давайте смотреть, что у меня получилось. Значит, я приехал, накосячил. И сейчас меня будут там... Сначала посмотрим, сколько процентов, во сколько процентов оценивает эффективность моего вождения компьютер. Итак, Александр. Смотрим, Михаил. Да, по предвидению у нас 85 баллов, что является, в принципе, не самым плохим результатом. По эффективности торможения мы 98%, мы входим в лучшую, процент лучших водителей. Да, к сожалению, движение по холмистой местности мы здесь с вами не застали. Соответственно, компьютер у нас не выставил оценку по этому пункту. Это наши общие показания, сколько мы были, где пробег у нас составил 22,3 километра при средней скорости 17 километров в час и со средним расходом 32 и почти 8 литров.
Что ж, очевидно, пора идти учиться. И в учебном классе дилерского центра Северскан Александр провел экспресс-лекцию по эффективному вождению с отдельным упором на конкретно мои шероховатости в искусстве вождения автобуса. Кстати, на такие курсы отправляют водителей не только крупные, но чаще даже небольшие компании. Ведь в современных грузовиках есть система телематики ФМС, она же Fleet Management System, которая в режиме реального времени, хоть с компьютера, хоть с мобильного телефона или планшета, позволяет получить информацию, в нашем случае, об эффективности вождения того или иного водителя. И вот в некоторых компаниях премиальная часть зарплаты водителя высчитывается исходя из оценки системы. Проездил месяц на уровне близком к 100%, получи максимальную премию. Отъездил на 90%, значит, получил премию поменьше. Ну а сейчас, после насыщенной лекции, кратенько пробежимся по салону и рабочему месту Scania Touring и отправляемся во вторую контрольную поездку. Ну что, друзья, начнем обзор салона, естественно, с задней части, потому что, как правило, в автобусах часто здесь на пассажиров забивают. Сиденья, как правило, расположены жестко, спинки фиксированы, а здесь у нас... Так, главное пассажиру соседнему не откинуть. Вот так. То есть спинка здесь регулируется по наклону. Часто бывает, что спинки, как уже сказал, не регулируются и сидеть здесь не очень комфортно. С точки зрения отопления, здесь конвекторы располагаются вот в задней части, поперечно по всей ширине салона, и дальше по бортам автобуса у нас пошли конвекторы. У каждого сиденья у нас есть, не у каждого сиденья, на каждом ряду по 4 USB розетки, то есть в дороге можно спокойненько заряжаться. Сверху у нас подсветка сейчас включена основная плюс ночная, вот эта ядовито-синяя, плюс у нас подсвечивается дорожка, но, к сожалению, сейчас этого не видно, потому что светло еще пока на улице. Здесь у нас проход, как вы видите, у нас здесь нет ни мини-кухни, нет туалета, потому что это версия междугородняя. Как уже говорил, если бы было это туристическое исполнение, соответственно, у нас был бы здесь туалет, был бы спальник для водителя и мини-кухня. Ну что, быстренько давайте посмотрим по сиденью. Присядем. Все, мне окей. Часто бывает, особенно это в китайских автобусах, когда спинка сиденья короткая, и с моим ростом у меня голова вот так вот запрокидывается, то есть длины или высоты спинки просто не хватает. Здесь даже в вертикальном положении у меня затылок ложится на подголовник, и удобно. Отгибаем спинку. Все, здесь в этом плане все здорово. Ну что, все, перемещаемся за рабочее место водителя, потому что сегодня все усилия и, собственно, весь смысл ролика сосредоточен именно там. Пойдемте. Так, потянуть вниз, да? Так, подстаканник. Подстаканник раскладывается для гида, ну и для второго водителя. Итак, друзья, так как автобус у нас произведен в Китае, соответственно, верхняя табличка у нас от Хайгера с ВИН-номером, но так как шасси Scania, чисто сканиевское, здесь у нас вторая табличка шведская, которая, собственно, рассказывает о том, что есть это шасси, на котором построен этот автобус. Но, в принципе, это не новая технология, это распространенная практика, когда в мире существует большое количество различных кузовных ателье, которые делают на шасси известных производителей автобусы. Ну а здесь производит Scania на Хайгере на своем же шасси. Ладно, не будем запутывать, пойдемте дальше. Значит, двери у нас, естественно, с пневматическим приводом. Далее, по торпедо. Здесь скрывается холодильник. Он у нас идет в базовой комплектации. Вот у нас здесь, пожалуйста, водичка. Закрываем. И сразу перемещаемся за рабочее место водителя. Понятно, что кресло у нас на пневмоподвеске, регулировки, подогрев, интегрированный в спинку ремень безопасности, подлокотники. Все 1000 раз видели, все стандартно. Главное, теперь расскажем по органам управления, по эргономике. Здесь я уже проехался, претензий у меня никаких нет, то есть чтобы что-то мне было дискомфортно, я сказать не могу. Что у нас перед глазами? Во-первых, это, конечно же, руль от Scania предыдущего уже поколения. Руль мультифункциональный, само собой. С правой стороны располагается джойстик управления бортовым компьютером. Снизу на ступице рулевого колеса расположен блок управления круиз-контролем и кнопки удержания на спуске.
Другими словами, то есть, когда вы идете на спуск, чтобы удерживать машину в заданном скоростном коридоре, вы просто вот этими клавишами играетесь, и автобус будет автоматически поддерживать вот эту скорость. Далее, значит, по приборной панели это все сканер предыдущего поколения, большой цветной дисплей, шкала слева тахометра, справа спидометра, здесь же запас топлива, давление масла в двигателе, запас топлива и температура охлаждающей жидкости. Бежим по кнопкам. Кнопочка подогрева топливного фильтра. Кнопка отключения трекшн-контрола или антипробуксовочной системы. Следующая кнопка активирует функцию помощи при трогании в горку. То есть, что происходит? Еще раз пробежимся, да? Когда вы остановились, стоите на месте, и для того, чтобы, например, на подъеме вам тронуться, не откатываясь назад, потому что здесь же у нас роботизированная коробка, педали сцепления нет, и чтобы автобус назад не откатывался, работает эта функция. То есть, несколько секунд тормозная система еще держит зажатыми колодки, чтобы вы могли спокойно, без суеты, без паники перенести ногу с педали тормоза на педаль газа и спокойненько тронуться. Итак, следующие кнопки — это кнопки управления пневмоподвеской. Значит, первая клавиша, она у нас отвечает за фиксированные режимы. То есть мы нажимаем вверх, у нас автобус поднимается в максимально верхнее положение. Теперь нажимаем вниз, сейчас автобус встал в транспортное положение. А вот вторая клавиша позволяет поднять автобус именно на ту высоту, которая нам нужна. То есть оп, остановилась. Оп, остановилась. Оп, остановилась. Тогда как первая клавиша отвечает именно за подъем в транспортное положение, либо в максимально верхнее. В общем, как-то так здесь все это распределяется. Следующий у нас идет блок управления климатической установкой. То есть мы здесь выставляем температуру. Все это может работать в автоматическом режиме. То есть мы выставили, и все. Система будет автоматически включать кондиционер, включать автономный отопитель. Здесь он стоит, естественно, жидкостный, как на большинстве туристических машин. И будет регулировать потоки так, чтобы максимально комфортно поддерживать температуру в передней, в средней, задней части салона. В старых автобусах часто можно столкнуться с такой проблемой, что, например, в передней части салона людям холодно, в задней части салона жарко, и вот водитель постоянно мучается. Здесь же в современных машинах сейчас все на автомате это работает. Следующее у нас идет монитор. На монитор транслируется картинка, в данном случае с камеры заднего вида, которая располагается в спойлере, который мы вам показывали. Либо можно переключить на камеру, которая смотрит на среднюю дверь. То есть, дабы кого не прижать, закрывая среднюю дверь. Среднюю дверь. Заднюю уже, получается, дверь. Что-то по городским автобусам. Далее, это кнопки открывания-закрывания дверей. Далее, обогрев стекла, лобового стекла. И здесь блок Magneto. Идем дальше. Значит, слева от приборной панели мы лицезреем, естественно, включение габаритов ближнего света. Ниже кнопка активации круиз-контроля лимитера. Далее это автоматическое включение моторного тормоза. То есть, если мы нажимаем эту кнопочку, и в следующий раз, когда мы будем нажимать на педаль тормоза в движении, у нас будет помогать еще и моторный тормоз. То есть, заслонка на моторном тормозе. Напомню, что здесь стоит ретардер и стоит моторный тормоз. То есть ретардер — это трансмиссионный тормозамедлитель, который работает вне зависимости от того, на каких оборотах у нас сейчас, на каких оборотах вращается коленвал. И моторный тормоз. Моторный тормоз — это заслонка на выпуске. Когда работает моторный тормоз, двигатель работает в режиме компрессора. И здесь очень важны обороты. То есть на высоких оборотах у нас будет высокий тормозной момент, на низких оборотах торможения практически никакого от двигателя мы не получим. Далее идет кнопка, скажем так, прогрева на холостом ходу, когда у нас призакрывается вот эта заслонка, и двигатель работает сам в себя, когда многие называют. И при помощи вот этой функции, когда мы ее активируем, вот сейчас, видите, обороты у нас опустились, и почувствовал, как двигатель начал работать утробно. Так, еще раз давайте, смотрите, мы еще раз включаем. Все, и выключаем. То есть даже в
сильный мороз, благодаря вот этой системе мы можем поддерживать двигатель в рабочей температуре, и он будет горячий. Далее идем. Быстренько-быстренько стараемся все это рассказать. Дальше у нас включаются противотуманки. Дальше это включаем свет в салоне. Это свет над водителем. USB розетки. Далее у нас обогрев зеркал и стекла. Далее это шторки. Это шторки. Ну-ка. Нажимаем, шторочка поехала вниз, шторочка поехала вверх. Далее, управление водительским климатом, то есть за спинкой сиденья установлен конвектор, который помогает нам согреться в зимнюю стужу, регулировка зеркал и открытие багажников дистанционное, та фича, о которой рассказывали снаружи. То есть сейчас вот давайте смотрим в зеркало, и я открываю с левой стороны багажники. И смотрите, багажник пошел вверх, то есть даже не нужно выходить, и багажник дистанционно открывается. Я думаю, сейчас многие, кто работает на туристических автобусах, с удовольствием бы поработали на такой машине, когда тебе не нужно пачкаться. Оп, все, багажник открылся и закрылся. Ну что, друзья, со свежими силами, с полученными знаниями я готов отвести этих господ на исходную точку, но уже с гораздо меньшим расходом топлива и с более высоким процентом экономичного, эффективного, бережного вождения. Так, надо обнулить сначала расход. Давайте. Потому что у нас расход не обнулен, и будет казаться, что я еду очень плохо, хотя я еду просто плохо. Но радость была недолгой, а если конкретно, всего лишь первые 100 метров. Потому что сразу на выезде с территории станции мы уперлись в глухую пробку. И следующие без малого 3 десятка километров мы ползли, казалось, целую вечность. И на фоне всего этого настроение у меня в целом упало ниже плинтуса. Ну, что и понятно, перспектива привести еще более неудачный результат, чем после первого заезда, не особо радовала. Поэтому на финише нашего дня обучения эффективному вождению Scania мне уже вообще ничего не хотелось снимать. Ну что, друзья, значит, мы проехали. К сожалению, первый заезд и второй заезд вообще нельзя сравнивать, потому что с утречка мы проехали аккуратненько, плавненько, свободные дороги, никаких пробок. И теперь смотрим результат, который мы в час пик привезли, протолкавшись в каком-то диком количестве пробок, но с таким же количеством пассажиров, но пройдя обучение. Итак, расход 30,9 литра. То есть насколько мы улучшили? На 2 литра. На 2 литра. Опять же, условия некорректны для сравнения. Там мы ехали практически без пробок. Здесь мы в пробках толкались практически все время. Это вот сейчас буквально километр полтора-два проехали на скорости. Просвистели. Итак, значит, советы по вождению. 95%. Так и было, по-моему. Было 83. Было 83. Кто красавчик? Александр красавчик. Объяснил мне, что я делала не так, как нужно сделать так, как нужно, чтобы получить более высокий процент вождения. За вот это расстояние, которое мы проехали, педаль тормоза я нажал 3 раза. Вот за все толкание в пробке всего лишь 3 раза я нажал педалечку. Все остальное время накатываем, смотрим, что у нас происходит впереди, и, соответственно, вот ориентируемся, ловим этот моментик. И все, дальше что у нас еще? По тормозам у нас то же самое, 98% осталось. Ну и предвидение дорожной ситуации 88%. Здесь я сплоховал, откровенно привез отвратительный результат. Как вы видите, даже в таких условиях за довольно короткий отрезок пути, толкаясь в чудовищных час-пиковых пробках, при этом пытаясь что-то вменяемое и членораздельное вещать в камеру, я показал довольно-таки неплохой результат. Ведь в чем суть обучения эффективному вождению? Экономия топлива — это лишь видимая часть айсберга. Менее очевидный, невидимый на первый взгляд плюс — это увеличение ресурса узлов агрегатов. Ведь грамотное и вдумчивое вождение значит, что вы меньше топчете педаль тормоза, у вас нет лишних и ненужных разгонов. Да, и самое интересное, экономичное вождение — это вовсе не значит, что ты едешь 60 по трассе,
тошнишь, всем мешаешь, тебя матюгают в рацию. Во время обучения экономичному вождению в первую очередь доходчиво объясняют, что один из главных факторов, который позволяет ехать грамотно и эффективно, это умение читать и предвидеть дорожную обстановку. И это как раз по большому счету и отличает профессионального водителя от так называемых чайников. В общем, спасибо компании Uline за предоставленный на тест автобус Scania Touring. На этом, друзья, все. Обязательно пишите в комментариях, если вы проходили подобные курсы, и напишите, насколько вам удалось улучшить свои результаты. На этом традиционно все. Дизлайк, отписка. А пока всем пока.